Привет, друзья! Наталья Селезнева – советская и российская киноактриса, получившая звание «Народный артист Российской Федерации». Наталье Игоревне исполнилось 76 лет, но назвать ее женщиной преклонного возраста язык не поворачивается. Несмотря на солидный жизненный стаж, у советской Катрин Денев тот же восторженный взгляд девчонки, жизнерадостность и бьющая ключом энергия. Наталья начала сниматься с раннего детства, а всесоюзную славу принесли ей роли Лидочки из фильма Леонида Гайдая «Операция И» и другие приключения Шурика. Зины из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и пани Катарины из телеспектакля «Кабачок. 13 стульев». Многих поклонников интересует, как сложилась судьба знаменитой актрисы, почему она увела супруга из семьи и как расплачивается сейчас за грехи молодости. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Наталья Селезнева и какой недвижимостью она владеет. Наталья родилась 19 июня 1945 года в Москве. Ее мать, Елена Селезнева, была известной художницей и иллюстратором, а отец, Игорь Поленковский, профессионально занимался фотографией. В детстве Наташа тоже носила фамилию Поленковская и под ней дебютировала в первых картинах. Но когда получала паспорт, то взяла девичью фамилию матери. Заводной батарейкой Наташа была с самого детства. Когда ей было 6 лет, ее увидел на улице актер Михаил Майоров и пригласил на роль в спектакль «30 серебряников». Он буквально за руку привел Селезневу на пробы, и девчушку с кукольным лицом сразу утвердили. Уже здесь, на сцене, ее увидела писательница Агния Барто. Она заявила режиссеру, что для картины «Алеша Птицын вырабатывает характер, лучшей актрисы не найти. Надо брать вот эту, с косичками». Потом были еще несколько эпизодических ролей, но главное стало очевидно уже тогда – Селезнева будет поступать в Щукинское училище. Одно смущало – уже к 14 годам юная актриса вымахала до 175 сантиметров, и к прозвищам «Каланча» и «Тылда» добавилась куча комплексов. Это сейчас модельные параметры – повод для гордости. Чем выше рост, тем красивее считается девушка. В середине 1960-х с такими данными могли в артистки и не взять. Рост был настолько душевной болью для Наташи, что в 14 лет она призналась. Она покончит с собой, если вырастет еще хотя бы на сантиметр. Тогда мама взяла ее за руку и отвела в баскетбольную секцию. Там среди своих девушке оказалось проще принять себя. Забегая вперед, скажем, что много сцен в ее знаковых фильмах снимались, чтобы как-то смягчить 175 сантиметров артистки. В каких-то эпизодах «Приключений Шурика» главного героя ставили на стул, чтобы он казался ровнее Лидочки, где-то подкладывали ему на стул подушку, а где-то и делали планы, снимая парочку с уровня земли. Но даже понимая, что могут возникнуть такие неудобства, режиссер утвердил на роль героини в знаменитых «Приключениях Шурика» именно Селезневу. И эта картина мгновенно сделала ее знаменитой. Еще одним ярким амплуа стала пани Катарина из «Кабачка. 13 стульев». Съемки проекта шли 12 лет, и образы характерных персонажей приклеились к звездам телепрограммы намертво. Роль веселой и хорошенькой студентки Лидочки сыграла для актрисы и коварную роль. Режиссеры не видели в ней серьезного драматического потенциала. И новые сценарии, которые ей присылались, были все про новую Лидочку. Да еще, как назло, не ладилась и личная жизнь. Кавалеров было много, но никто не планировал серьезных отношений с красивой актрисой. Пока однажды на съемках Наталья Селезнева не познакомилась с актером Владимиром Андреевым. Именно встретив Андреева, Лидочка поверила, что существует любовь с первого взгляда. Но вот что обидно, за месяц до встречи с Селезневой Владимир женился. Причем на девушке, с которой встречался 7 лет. Бросить молодую жену Наталью Архангельскую значило разбить ей сердце. Не быть рядом с Натальей значило предать их любовь. Мучились оба страшно. Договаривались больше не встречаться, но не выдерживали друг без друга и недели. Родители Селезневой и Архангельской общались, так что мама звезды «Приключений Шурика» прекрасно знала, кем приходится Андреев дочке приятельницы, и пыталась отговорить дочь. «Ты с ума сошла? Я знаю, на ком он женат. Видела его фото у мамы Наташи Архангельской». Но Селезнева маму не послушалась, все развивалось стремительно. И месяца не прошло, как обманутая жена отпустила избранника к другой, без скандалов и прений. Видимо, терпеть измены Наталья Архангельская не желала. Да, я не переживала. Наоборот, была рада за мужа, что попал в хорошие руки. Всегда к Наташе относилась отлично. «Нравится Андреев? Возьми», – уверяла она спустя годы. У меня был период угрызений совести, ведь увести мужчину из семьи – это грех, это коварство, это эгоизм. И меня это очень долго мучило. Я считаю, что те тяжелые моменты, которые мне пришлось потом пережить в жизни, что я так расплачивалась именно за это. Позже признавалась артистка.
Селезнева до сих пор уверена, что за это украденное счастье она впоследствии отдала судьбе сполна. В начале 1990-х актриса начала сильно болеть. Долго врачи не могли поставить ей диагноз, тогда как Наталья буквально таяла на глазах. И без того некрупная женщина, Наташа превратилась в тростинку. Позже выяснилось, проблемы со щитовидной железой обострились настолько, что потребовалась срочная операция. Я потеряла голос, после операции у меня была перерезана связка. Доктор сообщил, что все, в профессию я не вернусь. Сипела как трещотка. Родные скрывали от меня, что это не пройдет никогда. Откровенничала актриса. Артистка сходила в церковь, после чего чудесным образом сумела произнести несколько слов. Потом Наталья Селезнева увлеклась игрой на губной гармошке, что помогло разработать связки и вернуться к привычной жизни и любимой профессии. Так, может, не столь страшен был грех женщины, жаждавшей семейного счастья. Через год после свадьбы у Натальи и Владимира родился мальчик Егор. Семья надеялась, что наследник также вступит в династию актеров, но сюжет принял другой оборот. Окончив школу с медалью, он поступает в Московский институт международных отношений на факультет с уклоном немецкого языка. Долгое время Егор трудился в Министерстве иностранных дел и консульстве в Германии. Переехав в 2005 году в Россию, Егор перешел на работу в Управление международных связей аппарата Совета Федерации. Последние годы сын Селезнева работает в МГИМО, где он учился на должности начальника международного управления. Он был дважды женат, у него растет 3 детей, которых просто обожает бабушка. Брак Натальи и Владимира спасала удивительная духовная близость, которую удалось достичь супругам. За полвека, проведенных бок о бок, Андреев ни разу не попытался уйти из дома в пылу ссоры, как и его жена. Ни разу мы не собирали чемоданы и не разбегались. За столько лет вы становитесь родными. В молодости, конечно, обращаешь внимание на внешнюю привлекательность мужчины, на его чувство юмора. А с возрастом становится важна его надежность. «Мой муж очень надежный человек, мне повезло», – уверяла актриса. Последние несколько лет поклонники переживали прежде всего за здоровье Натальи Селезневой. За период с 2017 по 2020 она получила несколько серьезных травм, самой опасной из которых стал перелом шейки бедра. Но квалифицированная помощь врачей сделали свое дело, артистка встала на ноги. Когда казалось, что беды отступили, на семью обрушилось огромное горе. 27 августа 2020 года Владимир Андреев отметил 90-летие, а спустя 2 дня неожиданно скончался на семейной даче. Жены не оказалось рядом. Селезнева поехала в московскую квартиру, где произошла сантехническая поломка. Я чувствовала, что-то случится. Он лежал, тяжело дышал. Врачи приходили. Я думала, все быстро сделаю и вернусь, но позвонила женщина, которая живет у нас на даче уже 14 лет, и сообщила, что Володи больше нет. Делилась Наталья Игоревна. Последние годы артист страдал от сердечной недостаточности и тяжело переживал подступающую немощь. По мнению коллег, на болезнь наложилась депрессия, что и стало совокупной причиной кончины. Легенду театра имени Ермоловой похоронили на Троекуровском кладбище. После 52 лет брака Селезневой пришлось учиться жить без возлюбленного. Но одинокой назвать ее нельзя. У актрисы есть сын, внуки Леша, Лиза и Коля. И, конечно, театральные коллеги, ставшие за годы службы ее семьей. Актриса уже много лет живет в 3-комнатной квартире в центре столицы и пока не спешит поменять ее на более новую и современную. В квартире много помещений. Есть просторная гостиная с холлом, кухонная зона, спальня и кабинет для работы. Особую трогательность месту добавляют многочисленные фотографии и картины, которые так дороги хозяйке жилья. Полосатые обои и сосновая мебель с обивкой золотистого цвета идеально смотрятся на кухне. Стены гостиной и холла также покрыты полосатыми обоями. Пол оформлен паркетом в виде елочки. Повсюду в помещении можно заметить антикварную мебель, выполненную из карельской березы. Также у Селезневой есть загородный дом в Подмосковье, где семья любит проводить отдых. Двухэтажная дача находится в дачном поселке под названием Советский Писатель. Постройка выполнена из красного кирпича, площадь дома относительно небольшая. На 1-м этаже расположен большой зал с кухней и прочими комнатами. На 2-м этаже находятся в основном спальные комнаты. Есть пол с подогревом и энергосберегающие окна. Круглый диван с темно-красной обивкой, который может трансформироваться в двуспальную кровать. Также есть деревянный комод от голландского мастера. На участке имеется зона отдыха, за основу которой была взята уютная веранда. Она оформлена в светлых тонах в классическом стиле. Артистка давно не появляется на сцене Московского театра сатиры, но продолжает получать заработную плату. Селезнева отметила, что перестала участвовать в постановках после смерти коллег. Ей тяжело осознавать, что театр лишился таких мастеров, как Спартак Мишулин, Ольга Аросева и Михаил Державин. Друзья, давайте пожелаем Наталье Игоревне не уставать от суеты, не знать трудностей, разочарований и огорчений. Пусть каждый день преподносит только приятные сюрпризы и дарит удивительные моменты.
Пусть в жизни будет сплошная радужная полоса счастья и везения. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!